Ты вдыхаешь воздух. Прямо сейчас, в эту секунду. Каждый глоток кислорода, каждое движение твоего тела – результат невероятной цепи событий, растянувшейся на 4 миллиарда лет. Но что, если все, что ты считал историей Земли, на самом деле началось не здесь? Что, если твоя настоящая колыбель не зелено-голубой шар под ногами, а пустынная, выжженная радиацией планета, покрытая ржавыми песками? Что, если жизнь на Землю пришла с Марса? Стоп. Только что ты узнал. Твой настоящий дом не Земля. И от этого знания невозможно отмахнуться. Твое тело хранит улики, миллиарды улик, в каждой клетке, в каждом атоме, в каждом ударе сердца. Улики, которые 4 миллиарда лет ждали, чтобы их прочитали. Если вас завораживает космос, подпишитесь на канал. Путешествие начинается прямо сейчас. Задержи дыхание. Представь Марс 4 миллиарда лет назад. Это не та холодная пустыня, которую мы видим сегодня. Небо над ним было голубым. Толстая атмосфера согревала планету. Реки воды текли по его поверхности, собираясь в океаны глубиной с земные. Марс был теплее, влажнее, гораздо более гостеприимным для жизни, чем Земля. А Земля в то время была настоящим адом. Планета только остывала после столкновения с объектом размером с Марс, тем самым ударом, который породил Луну. Океаны лавы, атмосфера из ядовитых газов, небо, непрерывно прошиваемое астероидами. Запомни это. Земля была кипящим котлом, а Марс – райским садом. Ты стоишь на берегу Марсианского океана, вода вокруг теплая, как ванна. Небо голубое, но с розоватым оттенком у горизонта, ветер слабее земного. Чувствуешь запах серы и железа. И знаешь что? В этой воде, прямо у твоих ног, только что собралась первая молекула, которая умеет копировать себя. Ты – свидетель рождения жизни. Только это не Земля, это Марс. Сделаем паузу и просто примем этот факт. Марс был пригоден для жизни раньше Земли. На сотни миллионов лет раньше. У него было время, у Земли нет. Ученые называют это окном возможностей, периодом, когда планета достаточно остыла для жидкой воды, но еще не стала слишком агрессивной. У Марса это окно открылось на 200 миллионов лет раньше. Огромная фора. Ну вот вопрос. Насколько сложно зародиться жизни? Представь себе фабрику, которая производит работающий реактивный самолет. Теперь представь, что детали для этого самолета не привозят на грузовиках, а поднимает в воздух ураган, проносящийся над свалкой металлолома. Вероятность того, что ураган случайно соберет из мусора Boeing 747, практически равна нулю. Это не просто маловероятно, это невозможно за все время существования Вселенной. Именно так оценивают ученые вероятность случайного зарождения жизни. Она смехотворно мала, настолько мала, что некоторые биологи всерьез считают, жизнь не могла возникнуть на Земле случайно. Для этого потребовалось бы больше времени, чем существует Вселенная. Во много раз больше. Первая жизнь даже не клетка. Это нечто гораздо более простое. Цепочка молекул, которая научилась копировать саму себя. Ученые называют это РНК-миром. Рибонуклеиновая кислота – это инструкция. Химический текст, который умеет читать сам себя. Появление такой молекулы – событие космической редкости. На Земле для этого потребовались бы сотни миллионов лет случайных реакций в теплых лужах, у жерл подводных вулканов или в глинистых отложениях. Но были ли эти условия на Земле? Были ли у нее эти сотни миллионов лет? Стоп. Есть одна проблема. Серьезная. Ранняя Земля была не просто агрессивной, она была смертельной. Каждые несколько миллионов лет в нее врезался астероид размером с город. Не с деревню, с город, диаметром в десятки километров. Удар такой силы, что океаны вскипали до дна. Атмосфера срывалась в космос многомиллиардными тоннами. Если где-то в такой мясорубке и зарождалась первая примитивная РНК, следующий удар уничтожал ее. А теперь вопрос. Как жизнь могла зародиться на планете, которая каждые 30 миллионов лет превращалась в автоклав? Автоклав – это устройство, которое стерилизует инструменты паром под давлением. Ни одна бактерия не выживает. Никакая органика не сохраняется. Земля была автоклавом не один раз, а много раз подряд. Каждый раз, когда жизнь делала первый шаг, приходил астероид и стирал все чисто. Вот ответ биологов. Никак. Не могла.
Не за 100 миллионов лет, не за 200, не за миллиард. Потому что каждые 30 миллионов лет часы обнулялись. А Марс? Марс был спокоен. На Марсе нет гигантской Луны, которая своим притяжением буквально разрывает планету приливными силами. Нет тектоники плит, его кора не двигается, не хоронит ранние следы жизни глубоко под землей, но и не создает постоянных землетрясений и извержений. Марс был идеальным инкубатором. Тихо, тепло, влажно. И никаких астероидов размером со страну каждые несколько миллионов лет. Солнечная система в те времена была похожа на стрельбище, но Марс находился на отшибе, в тихом углу. Это простое наблюдение. У Земли не было времени. У Марса было. Не просто было. У Марса были сотни миллионов лет абсолютной тишины. Никаких ударов, никаких вулканов, извергающих лаву каждые 5 минут. Никаких землетрясений, разрывающих кору. Только ветер, только волны, только медленное, спокойное течение времени. Долгое время панспермия считалась маргинальной теорией. Ученые пожимали плечами. Докажите. Докажите, что жизнь прилетела из космоса, а не возникла сама на Земле. И долгое время доказательств не было. Слишком мало данных. Слишком грубые инструменты. Слишком много неизвестного. А потом биологи заглянули в самую глубину клетки и нашли странное совпадение. Все формы жизни на Земле, от бактерий в кипящих источниках до синих китов, от плесени до тебя, используют один и тот же набор аминокислот. Всего 20 штук. Только 20. А в природе их существуют сотни. Серьезно, сотни различных аминокислот были синтезированы в лабораториях и найдены в метеоритах. Почему же жизнь, имеющая под рукой весь этот химический арсенал, выбрала только 20? Почему именно эти 20? Почему не другие? Ответ, который предлагают сторонники панспермии, звучит так: потому что эти 20 оказались под рукой. Потому что именно они были доступны в том месте, где жизнь началась. Жизнь не выбирала. Ей дали ограниченный набор ингредиентов, и она использовала то, что было. И вот тут вступают в игру геологи. Они проанализировали марсианские метеориты, камни, которые Марс выбросил в космос после ударов астероидов, а потом они упали на Землю. И что же они нашли? Те же самые аминокислоты. В тех же пропорциях, в тех же сочетаниях. Случайность? Возможно. Но давай прикинем вероятность. Это как если бы ты нашел в двух разных городах, разделенных океаном, абсолютно одинаковые отпечатки пальцев. На двух кухнях полностью идентичный набор специй. Вероятность случайного совпадения 1 на миллиард. А может быть и меньше. А теперь деталь, от которой биологи нервничают. И даже те, кто скептически относится к панспермии, признают, это странно. В твоей ДНК есть молекулы, которые называются рибозимы. Это древнейшие механизмы работы генетического кода. Самые примитивные, им больше 3 миллиардов лет. Ученые называют их окаменелостями РНК мира, потому что они сохранили черты той эпохи, когда еще не было ДНК и белков. И вот что выяснилось. Эти рибозимы катастрофически плохо работают в присутствии обычной земной воды. Точнее, они работают только если в воде очень много бора. Без бора рибозимы разваливаются. Они не могут выполнять свою функцию. Они бесполезны. Бор – это микроэлемент. Он нужен в крошечных количествах, но на Земле его мало. Очень мало. В земной коре бор – редкий гость. В океанической воде его концентрация ничтожна. На ранней Земле его было еще меньше, потому что континенты еще не сформировались, а вместе с ними гранитные породы, которые содержат бор. Но на Марсе бора было в изобилии. Марсианская вода была настоящим борным рассолом. В 100 раз больше бора, чем в любой земной реке или озере. В 100 раз. Представь себе вкус этой воды. Она была бы солено-щелочной, с металлическим привкусом. Именно в такой воде рибозимы чувствуют себя прекрасно. Именно в такой воде они могут работать миллионы лет, не разрушаясь. Вот еще один факт. Для РНК мира нужен молибден. Молибден – это металл, который ускоряет химические реакции в 1000 раз. Без него РНК собирается так медленно, что распадается быстрее, чем успевает сформироваться. Это как строить дом на склоне, где земля постоянно осыпается. Ты не успеваешь закончить строительство, оно разрушается быстрее, чем ты строишь.
Молибден – это как цемент, который останавливает осыпание. На ранней Земле молибдена не было, потому что он существует только в окисленной форме, как оксид молибдена. А для оксида молибдена нужен кислород. Кислород в атмосфере. Но на ранней Земле кислорода не было. Атмосфера была восстановительной – метан, аммиак, водород, углекислый газ. Никакого свободного кислорода. Молибден просто не мог образоваться в доступной форме. А Марс? Марс имел окисленную поверхность. Красный цвет планеты – это ржавчина, оксид железа. А значит, и оксид молибдена там был повсюду. В глинах, в песках, в растворенном виде в океанах. Повторим, нужные аминокислоты с Марса, бор с Марса, молибден с Марса. А Земля была сухой, бедной этими элементами и смертельно опасной для первых молекул жизни. Представь лабораторию. 2 стола. На одном – условия ранней Земли. Вода, но нет бора, нет молибдена, и каждые несколько минут кто-то входит и разбивает твою колбу. На другом – условия раннего Марса. Идеальная температура, нужные минералы, стабильные условия, тишина, покой. На каком столе ты начнешь свой эксперимент? Ответ очевиден. Природа выбрала Марс. Природа всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. Природа всегда выбирает то, что работает. А на Марсе все работало, на Земле нет. Мы не утверждаем, что это точно случилось. У нас нет видеозаписи зарождения жизни. Мы говорим другое. У этой гипотезы больше доказательств, чем у любой другой. Чаша весов склоняется в сторону Марса. Просто запомни это. Смотри. Огромный астероид врезается в Марс. Удар такой силы, что куски планеты разлетаются быстрее пули. Быстрее, чем скорость, необходимая, чтобы покинуть Марс. Вторая космическая скорость для Марса около 5 км в секунду. 5 км в секунду – это в 15 раз быстрее звука, быстрее, чем любая пуля, когда-либо созданная человеком. Камни размером с футбольный мяч, с машину, с дом, со стадион вылетают в открытый космос. Они не просто падают, они пронзают пространство. Их траектория не прямая. Гравитация Солнца и планет искривляет ее, заставляя камни блуждать годами, тысячелетиями, миллионами лет. Внутри такого камня, в микроскопической трещине, под защитой нескольких сантиметров породы, спит крошечный пассажир. Самая примитивная форма жизни – цепочка РНК или первая клетка с мембраной или колония бактерий. Она не дышит, не двигается, не питается. Анабиоз – глубокая спячка, в которой метаболизм замедляется до практически полной остановки. В таком состоянии бактерии могут выживать миллионы лет. Ученые находили живые бактерии в соляных кристаллах возрастом 250 миллионов лет. 250 миллионов лет. В то время, когда на Земле еще не было динозавров, когда планета была населена только примитивными рептилиями, эти бактерии уже спали и проснулись в 21 веке в лаборатории, под микроскопом. Теперь представь, что переживает этот камень. Сначала удар астероида, взрыв, который подбрасывает его в космос, ускорение в 1000 G, которое раздавило бы человека в лепешку. Потом космос. Камень летит сквозь вакуум. Температура падает до минус 270 градусов, всего на 3 градуса выше абсолютного нуля. Это холоднее, чем в любом месте на Земле. Холоднее, чем в Антарктиде. Холоднее, чем на обратной стороне Луны. Молекулы внутри камня почти перестают двигаться. Время для них замедляется. А радиация, космические лучи – это частицы, летящие почти со скоростью света. Они прошивают камень насквозь, разрывая любые органические молекулы на части. Казалось бы, это должно убить любую жизнь, но физика работает на нас. Глубокие слои породы, всего несколько сантиметров, работают как свинцовый контейнер. Толщина в 5 сантиметров снижает радиационную нагрузку в 1000 раз. То, что доходит до внутренней трещины, это лишь бледная тень того радиационного шторма, который бушует снаружи. Это путешествие длится сотни тысяч, а иногда и миллионы лет. Кусок Марса блуждает по Солнечной системе. Он пересекает орбиту Земли, уходит к Юпитеру, возвращается. Гравитация медленно меняет его траекторию. За миллион лет камень может сделать сотни оборотов вокруг Солнца. Он может сблизиться с каждым крупным телом в системе, с Луной, с Венерой, с астероидами главного пояса. Его путешествие похоже на медленный танец.
Танец, который длится дольше, чем существует человечество, дольше, чем существует род Homo, дольше, чем существуют млекопитающие. Это танец, который начался, когда Земля была еще в огне, и закончился, когда на Земле уже появились первые океаны. И однажды гравитация Земли ловит его. Он входит в атмосферу на скорости 50 тысяч километров в час. Трение о воздух разогревает поверхность до 10 тысяч градусов, горячее, чем поверхность Солнца. Снаружи камень плавится и испаряется. Образуется огненный шар, метеор, который люди, если бы существовали тогда, назвали бы падающей звездой. Но сердце камня остается холодным, потому что у него не было времени прогреться. Вход в атмосферу длится всего несколько секунд. Тепло не успевает проникнуть вглубь. Это как если поднести спичку к кирпичу. Снаружи кирпич обуглится, но внутри останется холодным. Та же физика работает и здесь. Камень теряет внешний слой, который оплавляется и сгорает, но ядро сохраняет температуру космоса. Удар о Землю. Тишина. Марсианский гость лежит в грязи, в болоте, на дне океана. Безжизненный с виду кусок породы. И через какое-то время, через год, через 1000 лет, через миллион лет, из трещины выползает жизнь. Теперь она на Земле. Самое невероятное впереди. Таких переселений были не единицы, не десятки, а сотни тысяч. Миллиарды тонн марсианской породы упало на Землю за первые 500 миллионов лет ее существования. Каждый год на Землю падает несколько тонн марсианских метеоритов. И сегодня. А в те времена, когда Солнечная система была моложе и хаотичнее, этот поток был в 1000 раз интенсивнее. И если хотя бы в одном из этих камней была живая молекула, если хотя бы одна цепочка РНК пережила путешествие, если хотя бы одна бактерия проснулась в земном океане, игра окончена. Жизнь переехала, переселилась, нашла новый дом. Не один камень, не два. Тысячи, десятки тысяч. Каждый из них – потенциальный ковчег. Каждый – возможный пункт в расписании космической миграции. Остановись на минуту. Ты стоишь на берегу океана, песок под ногами, шум волн, чайки. Знакомый с детства пейзаж. Тебе кажется, что ты на Земле. Но этот песок – остатки древних гор, которые разрушались миллиарды лет. И где-то среди этих зерен, на глубине нескольких метров, есть микроскопические частицы марсианской породы. Ты буквально стоишь на Марсе. Только не знаешь об этом. Под твоими ногами кусок другой планеты. И этот кусок, возможно, нес в себе жизнь. А теперь простой факт. Воздух, который ты вдыхаешь прямо сейчас, содержит кислород. Этот кислород создали те самые марсианские переселенцы, первые цианобактерии, которые научились фотосинтезу. Если бы не тот метеорит, упавший 4 миллиарда лет назад, если бы не та клетка, проснувшаяся в земном океане, не было бы этих бактерий, не было бы кислорода, не было бы тебя. Каждый вдох – это марсианское дыхание. Каждый выдох – это продолжение марсианской истории. Ты дышишь Марсом. Ты стоишь на Марсе. Твое тело на 2/3 состоит из воды, которая когда-то текла по марсианским рекам и омывала марсианские берега. Это не поэзия, это геохимия, это наука о том, как атомы путешествуют сквозь время. Молекулы воды в твоем теле – те же самые, что омывали марсианские пляжи 4 миллиарда лет назад. Вода не стареет, она просто переходит из одного места в другое. С Марса на Землю, из океана в твое тело, из прошлого в настоящее. Здесь наука сталкивается с загадкой, которую невозможно игнорировать. Она называется «парадокс времени» или иногда «парадокс поздней тяжелой бомбардировки». Период с 4 до 3,5 миллиардов лет назад называется поздней тяжелой бомбардировкой. В это время Земля и Луна переживали настоящий астероидный апокалипсис. Количество ударов было таким, что океаны постоянно вскипали. Поверхность Земли полностью стерилизовалась каждые несколько десятков миллионов лет. Представь себе, ты раскаляешь сковородку до красна, выливаешь на нее воду, она мгновенно испаряется. А потом ты снова кладешь на эту сковородку что-то живое. Оно погибает. И так каждые 30 миллионов лет, на протяжении 400 миллионов лет. Именно в этот период, с 4 до 3,5 миллиардов лет назад, астероиды правили бал. Самые крупные из них были размером с континенты.
Один такой удар, который сформировал море дождей на Луне, выбросил в космос столько породы, что ею можно было бы покрыть всю Землю слоем в несколько метров. Вопрос звучит так. Как вообще могла зародиться жизнь на Земле в таких условиях? Как могла? Ответ, который дают биологи после долгих лет споров, удивителен. Никак. Не могла. Ни за 30 миллионов лет. Ни за 100 миллионов лет. Ни за 200. Временные окна были слишком короткими. Для того, чтобы из простых молекул собралась первая реплицирующаяся система, первая молекула, способная к самокопированию, нужны сотни миллионов лет спокойной эволюции. Нужно перебрать миллиарды комбинаций. Нужно, чтобы случайность сработала не один раз, а 1000 раз подряд. Нужно, чтобы молекулы не просто собрались в правильном порядке, но и создали механизм для своего копирования. А потом еще один механизм для исправления ошибок копирования. А потом еще один, чтобы защитить себя от внешней среды. Это процесс не на 100 миллионов лет. Это процесс на 500 миллиарда лет, не меньше. У Земли этих сотен миллионов лет спокойной эволюции не было, потому что каждые 30 миллионов лет приходил астероид и обнулял все. Начинай сначала. И снова 30 миллионов лет, и снова обнуление. Это неспокойная эволюция. Это бег с препятствиями, где каждое препятствие – гора размером с Эверест, падающая с неба. А у Марса были эти сотни миллионов лет. Марс находился дальше от пояса астероидов. Его бомбардировка была в 1000 раз слабее, чем у Земли. На Марсе были спокойные океаны, которые не вскипали каждые несколько десятков миллионов лет. У Марса были целые геологические эпохи, целые эры, абсолютного покоя. Никаких ударов. Никаких землетрясений, никаких вулканов, извергающих лаву на 1000 километров вокруг. И вот что важно. 3,5 миллиарда лет назад, когда Земля наконец успокоилась, когда астероидная бомбардировка пошла на спад, жизнь на Земле появилась сразу и везде. Ученые находят окаменелости бактерий в породах этого возраста в Гренландии, в Австралии, в Южной Африке. И эти бактерии уже довольно сложные. У них есть клеточные стенки, у них есть метаболизм, они превращают одни химические вещества в другие, получая энергию. У них есть ДНК, длинные молекулы, содержащие тысячи генов. Это не примитивные молекулы. Это полноценные организмы, которые уже прошли долгий путь эволюции. Между первым органическим бульоном, тем самым супом из случайных молекул, и этими клетками должна была пройти эволюция длиной в миллиард лет. Не меньше. Но миллиарда лет не было. Земля только перестала кипеть, только остыла настолько, что на ней могла существовать жидкая вода. И сразу, в геологическом мгновении, за какие-то десятки миллионов лет, появились сложные клетки. Как будто ты зашел в пустую комнату, моргнул, и она оказалась полна людей. Откуда они взялись? Самый логичный ответ – они пришли из соседней комнаты. С Марса. Представь себе график времени. Ось идет слева направо от сегодняшнего дня в прошлое. 4 миллиарда лет назад Земля расплавлена, поверхность покрыта океанами лавы, атмосфера ядовита. 3,5 миллиарда лет назад Земля остыла, появилась жидкая вода, и сразу, в тот же геологический момент, появились бактерии. Между этими двумя точками нет плавного перехода, нет постепенного нарастания сложности, есть резкий скачок, как будто кто-то нажал кнопку и включил жизнь. Геологи называют это «стремительное появление биосферы». И до сих пор, спустя 50 лет исследований, ученые не могут объяснить этот скачок без панспермии. Парадокс остается. У нас нет другого объяснения, кроме одного. Жизнь прилетела. Она не зародилась на Земле, потому что у Земли не было времени. Она прилетела оттуда, где время было. С Марса. Но есть грустная часть этой истории. Марс не только колыбель. Марс – трагедия. Одна из самых больших трагедий в истории Солнечной системы. Примерно 3,5 миллиарда лет назад Марс начал умирать. Ядро Марса остыло. У Земли есть жидкое внешнее ядро, расплавленное железо и никель, которые движутся и создают магнитное поле. У Марса ядро затвердело, окаменело, стало твердым, как камень. Магнитное поле, которое создается движением жидкого металла в ядре, исчезло. А магнитное поле – это щит. Оно отклоняет заряженные частицы, летящие от Солнца, солнечный ветер. Это как если бы у планеты сняли броню.
Она осталась голой перед потоком радиации. Солнечный ветер – это поток заряженных частиц, в основном протонов и электронов, которые Солнце выбрасывает во все стороны со скоростью сотни километров в секунду. У Земли есть магнитное поле, которое отклоняет эти частицы, заставляя их течь вокруг планеты. У Марса щит исчез, и солнечный ветер начал сдирать атмосферу Марса, как кожуру с апельсина. Каждую секунду тонны газа, кислорода, углекислого газа, азота улетали в космос, уносимые потоком заряженных частиц. Давление атмосферы упало. Сейчас оно в 100 раз ниже земного. Представь себе этот показатель. Поднимись на высоту 35 километров над землей, там такое же разреженное давление. Без скафандра твоя кровь закипит при нормальной температуре тела. Вот что такое марсианская атмосфера сегодня. Почти вакуум. Когда давление упало, вода на поверхности больше не могла оставаться жидкой. При таком низком давлении вода не может существовать в жидком виде. Она либо кипит, даже при комнатной температуре, либо мгновенно замерзает и сублимируется, переходя прямо в газ. Океаны Марса исчезли. Реки высохли. Влага ушла под землю или в полярные шапки в виде льда. Небо Марса изменилось навсегда. Оно было голубым, как земное, потому что рассеяние света в плотной атмосфере дает голубой цвет. Когда атмосфера стала разреженной, небо из голубого стало бледно-розовым, а потом темно-лиловым, а потом сейчас, в солнечный день, небо Марса имеет цвет ржавчины с оттенком лосося. Миллиарды лет солнечная радиация выжигала поверхность Марса, превращая железо в оксиды, ту самую ржавчину, которая дает планете ее красный цвет. Если на Марсе и осталась жизнь сегодня, она ушла глубоко под землю, туда, где еще сохранилось тепло от радиоактивного распада в недрах, туда, где есть жидкая вода не на поверхности, а в порах горных пород на глубине нескольких километров. Глубоко под поверхностью, куда не достает солнечная радиация и где давление достаточно высоко для существования жидкой воды. Но жители Марса, наши предки, к тому моменту уже были на Земле. Они переехали, ушли с тонущего корабля и спаслись. Они не знали, что делают. Они не планировали этот переезд. Это была случайность. Удар астероида, выброс породы, путешествие в камне, падение на Землю. Но эта случайность спасла их вид. Пока Марс умирал, замерзал, терял атмосферу, превращался в пустыню, марсианская жизнь уже процветала на Земле. В теплых океанах, в вулканических источниках, в мелководных лагунах. Здесь, на молодой бурной планете с мощной атмосферой и жидкими океанами, они начали свой великий эксперимент – фотосинтез, использование солнечного света для производства энергии. Кислородная катастрофа, когда цианобактерии отравили атмосферу кислородом, убив почти все живое, которое не могло его переносить. Это было массовое вымирание, вызванное собственными предками. Те, кто выжил, адаптировались. Кислород, который был ядом, стал топливом. Энергетический обмен стал в 10 раз эффективнее. Дальше – многоклеточность. Первые организмы, состоящие из более чем одной клетки. Выход на сушу – растения, потом животные. Динозавры, которые правили планетой 165 миллионов лет. Падение астероида, который стер их с лица Земли. Синапсиды – предки млекопитающих, маленькие, ночные, прячущиеся в норах. Их эволюция после вымирания динозавров. Приматы. Люди, ты. Вся твоя родословная, 4-миллиардолетняя история выживания начинается с одного момента. С одного камня, упавшего с красной планеты на зеленую. Ни один твой предок не умер молодым до того, как успел родить детей. Ни один не был съеден хищником до того, как оставил потомство. Ни один не погиб в катастрофе, ни при падении астероида, ни в ледниковом периоде, ни в извержении супервулкана. За 4 миллиарда лет идеальная цепочка выживаний, где каждое звено держится, каждое поколение передает эстафету дальше. Ты – результат самой длинной победной серии в истории Вселенной. Ни один спортсмен не выигрывал так долго, ни одна команда не держалась так стойко. Твои предки выигрывали каждую битву за жизнь 4 миллиарда лет подряд. Ты – чемпион. Ты – итог. Ты – продолжение. А теперь вопрос. Чувствуешь ли ты эту связь? Чувствуешь ли ты благодарность к тем, кто был до тебя? К тем бактериям, тем клеткам, тем существам, которые передали тебе жизнь через миллиарды лет?
И можешь ли ты почувствовать ту же благодарность к Марсу, холодной, мертвой, пустынной планете, на которой когда-то 4 миллиарда лет назад была теплая вода и первые молекулы, решившие копировать себя? Химическая подпись Марса. Давай углубимся в химию, потому что именно там, в соотношениях изотопов и концентрациях микроэлементов, скрыты самые убедительные улики. Химия не лжет. У нее нет политических взглядов, научных амбиций или личных предпочтений. Химия просто есть, и ее показания мы можем прочитать. В 2013 году ученые из Швейцарии, США и Германии проанализировали марсианский метеорит под названием Тисинт, который упал в Марокко в 2011 году. Местные жители видели огненный шар в небе, а потом нашли черные камни, все еще теплые, на Земле. Что они нашли? Азот. Обычный азот, который составляет 4/5 нашей атмосферы. Но не простой азот. Они нашли азот с определенным соотношением изотопов. Изотопы – это атомы одного и того же химического элемента, но с разным количеством нейтронов в ядре. У азота есть два стабильных изотопа – азот-14 и азот-15. На Земле соотношение азота-14 к азоту-15 примерно 272 к 1. Это земная подпись. На Марсе это соотношение должно быть другим. Почему? Потому что Марс потерял большую часть своей атмосферы, а легкие изотопы улетают в космос быстрее, чем тяжелые. Поэтому в марсианской атмосфере азота-15 больше, чем на Земле. Соотношение смещено, и в метеорите Тисинт ученые нашли именно марсианское соотношение. Явно, недвусмысленно, несмотря на то, что камень пролежал на Земле много лет и мог загрязниться. Но самое интересное не в этом. Самое интересное в том, что это же марсианское соотношение изотопов азота ученые позже нашли в древнейших земных породах. В породах, которым больше 3 миллиардов лет. Найденных в Гренландии, в так называемых Исуа-супракрустальных породах. Это одни из самых древних пород на Земле. То есть древняя Земля содержала азот с марсианской подписью. Азот, который не мог образоваться на Земле. Азот, который прилетел оттуда. Как если бы в твоем паспорте стоял штамп другой страны. Ты никогда там не был, но штамп есть. Откуда он взялся? Объяснение только одно. Азот попал на Землю с марсианскими метеоритами. Миллиарды тонн марсианской породы упали на Землю в первые 500 миллионов лет ее существования. Вместе с этой породой пришел и азот. А вместе с азотом – органика. Азот – это основа аминокислот. Без азота нет белков. Без белков нет жизни. Без жизни нет тебя. Твои белки, твои мышцы, твоя кожа, твои ферменты – все это построено на азоте. И этот азот когда-то был частью марсианской атмосферы. Представь себе химическую лабораторию. 2 сосуда. В одном – образец земной породы возрастом 3,5 миллиарда лет. В другом – марсианский метеорит. Ученые в белых халатах анализируют их состав. Приборы показывают одинаковое соотношение изотопов азота. Одинаковое. Не похожее. А одинаковое. Странно, говорят ученые. Земля и Марс – разные планеты. Их атмосфера формировалась по-разному. Соотношения изотопов должны отличаться. Но они не отличаются. Они совпадают. Почему? Потому что в древности породы смешались. Потому что Марс и Земля обменивались веществом. Потому что метеориты летали туда-сюда. Простой вывод. Химия не врет. Марсианская подпись в древнейших породах Земли. И эта подпись появляется именно в тот момент, когда на Земле появляется жизнь. Совпадение? Возможно. Но наука не любит совпадений. Наука ищет причины. Есть одна старая гипотеза, которую сегодня вспоминают все чаще по мере того, как марсоходы находят на Марсе все новые подтверждения. Она называется гипотеза глинистого мира. Глина – это не просто грязь, которая налипает на обувь в дождливый день. Глина – это природный катализатор. Может быть, самый важный катализатор в истории жизни. Кристаллическая решетка глины устроена удивительным образом. Она состоит из слоев силикатов, между которыми есть пространство, где могут размещаться молекулы воды и органические соединения. Поверхность этих слоев заряжена особым образом, положительно и отрицательно в разных местах. Из-за этого органические молекулы, которые плавают в воде, притягиваются к глине и выстраиваются в правильном порядке.
Глина как бы учит молекулы тому, как соединяться друг с другом. Она работает как шаблон, как матрица, как инструкция. Представь себе, что ты разложил на столе детали конструктора. Обычно они лежат в беспорядке. Но если стол имеет специальные углубления и выступы, детали сами встают в нужные места, соединяются, образуя сложные структуры. Глина делает то же самое на молекулярном уровне. Она заставляет органические молекулы собираться в цепочки, в те самые цепочки, которые потом могут стать РНК. На Земле глины много, очень много. Глина покрывает огромные территории, но на Марсе глины было еще больше. Марсианские океаны, существовавшие сотни миллионов лет, оставили после себя огромные залежи глинистых минералов. Марсоходы находят их повсюду. Curiosity обнаружил глины в кратере Гейла, где когда-то было озеро. Perseverance в кратере Езеро, где когда-то была речная дельта. Глина на Марсе – это не редкость, это правило. Это основа марсианской геологии. Если жизнь зарождалась на глине, если глина была тем самым шаблоном, который собрал первые молекулы, то Марс был идеальным местом. Почему? Потому что на Марсе были не просто глины. На Марсе были глины в комбинации с бором, молибденом и ультрафиолетом. И каждый из этих компонентов играл свою роль. Бор стабилизировал цепочки РНК, не давая им разрушаться. Молибден ускорял реакции, помогая цепочкам собираться быстрее. А ультрафиолет? Казалось бы, ультрафиолет разрушает органику. Это правда, слишком много ультрафиолета убивает. Но немного ультрафиолета, наоборот, помогает синтезу. Он дает энергию, которая разрывает одни связи и создает другие. На Марсе было ровно столько ультрафиолета, сколько нужно. Потому что у Марса нет озонового слоя, но есть разреженная атмосфера, которая фильтрует самое жесткое излучение. Золотые условия. Тепло, не слишком жарко и не слишком холодно. Вода жидкая, соленая, богатая минералами. Глина – идеальный катализатор. Бор – стабилизатор. Молибден – ускоритель. Ультрафиолет – источник энергии. И все это вместе – плюс сотни миллионов лет абсолютной тишины. Никаких астероидов, никаких вулканов, извергающих лаву каждые 5 минут. Никаких землетрясений, разрывающих кору. Только медленное, спокойное время. Погрузись в этот образ. Кусок глины на дне марсианского озера. Вода вокруг мутноватая, с ржавым оттенком из-за железа. Солнце просвечивает сквозь толщу воды, давая мягкий ультрафиолет. Глина лежит на дне уже миллион лет. Миллион лет. За это время на ее поверхности оседают молекулы. Они не разрушаются, потому что нет волн, нет землетрясений, нет бактерий, которые могли бы их съесть, потому что бактерий еще нет. Молекулы просто собираются в нужном порядке. Год за годом. Тысячелетие за тысячелетием. Они складываются в цепочки. Цепочки становятся длиннее. И в один момент – щелк. Случайность, которая повторялась миллион раз, наконец сработала. Цепочка копирует себя. Жизнь началась. Не в бурном океане Земли, где волны разбивают хрупкие молекулы, а в тихом, спокойном озере Марса, в полной тишине, в абсолютном покое. Запомни эту картину. Тишина. Покой и первый шаг, самый важный шаг в истории жизни в Солнечной системе. И он был сделан не на Земле. Сейчас на Земле найдено больше 300 марсианских метеоритов. Каждый из них – кусочек красной планеты. Каждый – маленький посланец, который пролетел миллионы километров, чтобы рассказать нам свою историю. И каждый – потенциальный свидетель перелета жизни. Самый известный, самый старый и самый спорный марсианский метеорит – ALH-8104001. Его возраст – 4,5 миллиарда лет. Он ровесник Марса. Он образовался вскоре после формирования планеты и видел Марс молодым, теплым, влажным. В 1996 году группа ученых во главе с Дэвидом Маккеем объявила сенсацию. В ALH-84001 найдены окаменевшие нанобактерии. Микроскопические структуры, похожие на окаменелости земных бактерий, но в сотни раз меньше. Президент США выступил с заявлением. Газеты печатали заголовки «Жизнь на Марсе найдена». Это был момент, который должен был изменить человечество. А потом откат. Другие ученые усомнились. Они сказали, эти структуры не бактерии. Это кристаллы магнетита,
которые при определенных условиях растут в форме, напоминающей бактерий. Спор не утихает до сих пор. Одни говорят «это бактерии». Вот их форма, вот их размер, вот их расположение. Они сконцентрированы в трещинах, где должна была быть вода. Другие – кристаллы магнетита, случайно принявшие форму. Кто прав? Мы не знаем. Но сам спор важен. Он показывает, что вопрос не закрыт, что доказательства неоднозначны, что мы стоим на грани открытия, но еще не переступили порог. Но есть и другие метеориты. Например, NWA 7034, прозванный «Черная красавица». Он был найден в Западной Сахаре. Его возраст – около 2 миллиардов лет. Он содержит в 10 раз больше воды, чем обычные марсианские метеориты. В нем нашли органику, сложные молекулы углерода. Не просто графит или карбонаты, а настоящие полициклические ароматические углеводороды, те самые, которые образуются при разложении живых организмов на Земле. Органика – это не обязательно жизнь. Органика – это кирпичики жизни. Но если есть кирпичики, может быть, был и дом. А что, если органика в этих метеоритах не просто химия? Что, если это остатки древней марсианской жизни? Что, если эти молекулы углерода когда-то были частью живого организма, марсианской бактерии, которая плавала в Марсианском океане 3 миллиарда лет назад? У нас нет ответа. Нет прямых, неопровержимых, стопроцентных доказательств. Но у нас есть направление. Есть дорога, по которой мы идем. И наша цель – найти ответ. Если мы найдем на Марсе жизнь, которая использует ту же ДНК, что и мы, с теми же аминокислотами, тем же генетическим кодом, той же структурой, это будет доказательством панспермии. Потому что две независимо возникшие жизни не могли бы использовать одинаковый код. Слишком много вариантов, слишком много путей. Совпадение означало бы родство. Если марсианская жизнь будет использовать другой генетический код, не ДНК, а что-то иное, возможно, РНК без перехода к ДНК, или вообще другую молекулу-носитель информации, значит, жизнь возникала дважды. Дважды в одной Солнечной системе. И это будет даже более грандиозное открытие, потому что это будет означать, что жизнь во Вселенной не случайность, а закономерность. Что она возникает везде, где есть вода, энергия и подходящая химия. Что мы не одиноки и никогда не были одиноки. Будущее. Лаборатория на Марсе. Астронавт в белом скафандре с красной полосой на рукаве – марсианская миссия. Он открывает герметичный контейнер с образцом грунта, извлекает керн, цилиндр породы глубинного бурения, скалывает маленький кусочек, кладет под микроскоп. На экране возникает изображение. Приборы начинают анализ ДНК. И вдруг сигнал. На экране появляется последовательность генов. Астронавт смотрит, затаив дыхание. Он узнает эту последовательность. Она такая же, как у земных бактерий. Она совпадает на 80%. Даже больше. Он смотрит на крошечное пятнышко на стекле. Там что-то движется, что-то живое, отдаленно похожее на бактерию. И астронавт понимает, он только что нашел брата, не человека. Брата по жизни, потому что это существо, его родственник. У них общие предки. Предки, которые жили на этой же планете, на Марсе, 4 миллиарда лет назад. Астронавт плачет, потому что он не один. Никогда не был один. Его далекие предки вернулись домой. А как думаешь ты? Что ты почувствуешь, когда это произойдет? Когда наука докажет, что мы марсиане? Подумаем о последствиях. Не научных, о них спорят ученые в лабораториях, а человеческих. О том, как изменится твой взгляд на мир, если ты примешь эту идею. Если жизнь пришла с Марса, если наши предки, марсианские бактерии, перелетевшие космос в камне, то мы никогда не были венцом творения Земли. Мы беженцы, пришельцы, которые обжились на новой планете, переселенцы. Это звучит унизительно? Сначала да. Мы привыкли думать о Земле как о своей матери, как о единственной колыбели. А тут оказывается, что наша настоящая колыбель – холодная, мертвая пустыня, покрытая ржавой пылью. Но давай посмотрим на это иначе. Мы выжили. Мы переселились с планеты, которая умирала, на планету, которая жила. Мы оказались достаточно живучими, чтобы перелететь через космос в камне, без защиты, без скафандра, без еды и воды. Достаточно сильными, чтобы проснуться после миллионов лет спячки.
Достаточно умными, чтобы спустя миллиарды лет задаться вопросом «Откуда мы?». Достаточно дерзкими, чтобы строить ракеты и лететь обратно. И вот еще что. Если мы пришли с Марса, если наша жизнь зародилась там, а потом перебралась сюда, значит, мы можем вернуться. Не в качестве бактерий в камне, зависящих от слепой случайности астероидных ударов, а в качестве людей в металлических кораблях, с двигателями, с системами жизнеобеспечения, с инструментами и запасами еды. Мы уже отправили на Марс десяток аппаратов. Орбитальные станции, которые фотографируют поверхность сантиметр за сантиметром. Посадочные модули, которые анализируют грунт. Марсоходы, которые путешествуют по кратерам и дюнам. Скоро туда полетят люди. Первые люди на Марсе. Они поставят флаг. Построят первую базу. Вырастят первую картошку в марсианском грунте, как в фильме «Марсианин», только по-настоящему. И в этом будет глубокая, почти мистическая справедливость. Мы возвращаемся домой, через 4 миллиарда лет. Камень принес наших предков на Землю, корабль принесет нас обратно. Круг замкнулся. Первый человек на Марсе. Она женщина-астронавт, может быть китаянка или американка, или европейка, неважно. Она спускается по трапу посадочного модуля. Ее ботинок, обутый в тяжелый скафандр, касается красной пыли. Облачко пыли поднимается вверх, в разреженной атмосфере оно падает медленнее, чем на Земле. Она делает глубокий вдох из баллона скафандра и тихо, так что слышно только в ее наушниках, говорит: «Я вернулась. Не я прибыла. Не мы сделали это, а я вернулась». Потому что она знает, она чувствует. Каждая клетка ее тела, каждая молекула ее ДНК, каждая аминокислота – все это когда-то было частью Марса. Вода в ее теле когда-то текла по марсианским рекам. Молибден в ее крови когда-то был частью марсианских глин. Пыль под ее ногами – та же самая пыль, из которой когда-то собрались ее первые предки 4 миллиарда лет назад. Она дома. Она вернулась. Круг замкнулся. Стоп. Просто задержи это чувство на несколько секунд. Представь себя на ее месте. Каково это – ступить на планету, которая дала начало всему, что ты называешь жизнью? Не Земля, а Марс. Давай разберем РНК-мир подробнее. Это важно для понимания, почему именно Марс, а не Земля, стал колыбелью жизни. РНК, рибонуклеиновая кислота – это молекула-универсал. Она может хранить информацию, как ДНК. И она может ускорять химические реакции, как белок. Одна молекула делает работу двух разных типов молекул. Это невероятное свойство. В современной клетке функции разделены. ДНК хранит инструкции, белки выполняют работу. Но на заре жизни такой роскоши не было. Не было ни ДНК, ни белков. Была только РНК. Она и память, и инструмент. Это как если бы у тебя был компьютер, который одновременно является и жестким диском, и процессором. Такая универсальность невероятно удобна для начала жизни. Тебе не нужно изобретать два механизма сразу. Достаточно одного. Эволюции не нужно ждать, пока появятся и ДНК, и белки. РНК справляется сама. Она может собирать сама себя из простых молекул. Она может копировать сама себя. Она может даже эволюционировать, ошибаться при копировании, и эти ошибки менять ее свойства. Но у РНК есть слабое место. Огромное слабое место. Она нестабильна. Очень нестабильна. В обычной воде при комнатной температуре цепочка РНК распадается на отдельные звенья за несколько дней, а то и часов. Чтобы РНК сохранялась и, главное, размножалась, нужна вода с особым химическим составом. Вода, в которой много бора, он стабилизирует цепочку, скрепляя ее. И вода, в которой есть молибден, он ускоряет сборку, помогая цепочке расти быстрее, чем она распадается. Где на ранней Земле была такая вода? Нигде. А где на раннем Марсе? Везде. Это не просто предположение. Это экспериментально проверенный факт. Ученые из Германии и США провели серию экспериментов. Они взяли воду с марсианским составом, с высоким содержанием бора, как в марсианских глинах. Добавили молибден, и РНК-молекулы начали собираться сами собой. Спонтанно. Без внешнего вмешательства. Эксперимент удался. РНК собралась за несколько часов. А когда они попробовали повторить то же самое с земной водой, с тем составом, который был на ранней Земле, ничего не вышло.
РНК распалась прежде, чем успела собраться. Собственная нестабильность убила ее раньше, чем она смогла сделать первый шаг. Разница между жизнью и смертью в химическом составе воды. Марсианская вода дает жизнь, земная – нет. Пробирка в лаборатории, в ней вода с точностью воспроизводящая состав марсианских озер 4-миллиардной давности. Ученый в перчатках добавляет простые молекулы – сахара, фосфаты, азотистые основания, те самые кирпичики, из которых строится РНК. Встряхивает, оставляет на несколько часов при комнатной температуре, возвращается, берет пробу, анализирует. На приборе пик, РНК, живая, копирующая себя, молекула, которая умеет размножаться. Ученый смотрит на экран и понимает, он только что воссоздал момент зарождения жизни. Это работает каждый раз, но только с марсианской водой, только с марсианскими минералами, только на Марсе. Природа как будто специально подобрала условия, как будто кто-то настроил Марс как инкубатор жизни, как пробирку для величайшего эксперимента. Запомни этот эксперимент. Он повторялся в лабораториях по всему миру, в США, в Германии, в Японии. Результат всегда один. Марс дает жизнь, Земля – нет. Мы все время говорим, что жизнь пришла с Марса на Землю. Но есть и другой сценарий, симметричный. И ученые всерьез его рассматривают. А что, если жизнь сначала зародилась на Земле, потом перелетела на Марс, а потом спустя миллиарды лет вернулась обратно? Для этого нужны особые условия. Ранняя Земля была адом, мы это уже знаем. Но в глубине океанов, возле гидротермальных источников, жизнь могла укрыться от астероидов. Представь себе трещину в океанском дне, из которой бьет вода, нагретая до 400 градусов. Вокруг этой трещины отложения минералов, серы, металлов. И в этом кипящем, ядовитом темном мире жизнь. Бактерии, которые не нуждаются в солнечном свете, которые получают энергию из химических реакций между водой и породами. Хемосинтетики. Они живут в полной темноте, в полной изоляции от поверхности. Им не страшны удары астероидов, потому что океанская толща в несколько километров гасит ударную волну. Вода – идеальный амортизатор. То, что уничтожает все живое на суше и в верхних слоях океана, не достает до глубин. Предположим, жизнь зародилась именно там. В глубоководных жерлах простые бактерии, анаэробы, им не нужен кислород. Они питаются серой и водородом. Они живут там до сих пор. Такие бактерии находят в золотых рудниках на глубине 4 километров. Потом, через сотни миллионов лет, огромный астероид ударил по Земле. Не просто город, а размером с небольшой штат. Удар такой силы, что кусок океанского дна вылетел в космос. Вместе с породой, вместе с водой, вместе с бактериями. Камень упал на Марс, а Марс тогда был теплым и влажным. На нем были океаны, реки, теплая атмосфера. Бактерии из земных глубин прижились. Замечательно прижились, эволюционировали, освоили фотосинтез, научились использовать солнечный свет. А потом, когда Марс начал умирать, когда ядро остыло, атмосфера улетела, океаны исчезли, эти марсианские бактерии, уже более сложные, уже более сильные, вернулись на Землю. Снова в камне, снова в метеорите, и начали новую жизнь. Уже с кислородом, уже с фотосинтезом. Получается петля, круг. Жизнь ушла с Земли на Марс, пожила там миллиарды лет, обогатилась, эволюционировала, научилась новому и вернулась. Как студент, который уехал учиться в другой город, а потом вернулся домой с новыми знаниями и новыми навыками. Это называется сильная панспермия, не однонаправленный перенос, а постоянный, многократный обмен генетическим материалом между планетами. И этот обмен мог длиться миллиарды лет. Марсианские метеориты падают на Землю, мы это видим. Земные метеориты падают на Марс, мы нашли несколько десятков метеоритов на Земле, которые пришли с Марса, но теоретически возможен и обратный процесс. В каждом таком камне возможная жизнь. Мы обмениваемся генами как письмами, миллионы лет письма идут, но они доходят. Мы – одна система, одна жизнь, растянутая на 2 планеты, растянутая на миллиарды лет. Взгляд из космоса на 2 планеты – Землю и Марс. Между ними невидимые глазу траектории. Нити, тысячи нитей – это траектории метеоритов.
Камешки, вылетевшие с одной планеты, летят к другой. Годы, столетия, тысячелетия полета. И в каждом таком камешке, в микроскопической трещине, жизнь, спящая, ждущая, нити не рвутся, потому что жизнь не отпускает. Она всегда ищет путь, даже через вакуум, даже через радиацию, даже через чудовищные температуры входа в атмосферу, даже через миллиарды лет. Это похоже на круговорот воды в природе. Только вместо воды – жизнь. Жизнь испаряется с одной планеты в виде камней и выпадает дождем на другой. Сложно представить себе такие масштабы – миллиарды лет обмена генами между планетами. Но улики складываются, и главная улика – мы сами. Есть на Земле организмы, которые доказывают, панспермия не просто возможна. Она неизбежна для таких существ. Они называются экстремофилы, любители экстрима. Жизнь в самых невозможных условиях. Возьмем бактерию Deinococcus radiodurans. Ее название переводится как «ужасная ягода, выдерживающая радиацию». И это не преувеличение. Эта бактерия выдерживает дозу радиации в 1000 раз выше смертельной для человека. 1000 раз. Человек умирает от 5 грей. Deinococcus выживает после 15 тысяч грей. Ее нашли в консервной банке с мясом, которая прошла стерилизацию. Банку обработали кипятком и давлением. Все, что было внутри, должно было погибнуть. Но Deinococcus выжила. Более того, она начала размножаться. В чем ее секрет? У этой бактерии есть механизм, который восстанавливает разорванную ДНК за несколько часов. Представь себе, твоя ДНК – это книга из 3 миллиардов букв. А теперь представь, что кто-то разорвал эту книгу на 1000 кусочков, перемешал их, а потом сказал «собери обратно». Deinococcus собирает. Без инструкции, без подсказок, за несколько часов. Она соединяет фрагменты в правильном порядке, как пазл из 1000 кусочков. Другая бактерия, Tersicoccus phoenicis, была найдена в чистой комнате НАСА. Эту комнату стерилизовали месяцами. Обрабатывали перекисью водорода, спиртом, ультрафиолетом. Ее строили так, чтобы ни одна земная бактерия не могла туда попасть. И все равно нашли Tersicoccus. Она живет там. Она устойчива к обезвоживанию, к ультрафиолету, к перепадам температур, к химической стерилизации. Ее споры могут лежать годами и прорастать при малейшем намеке на влагу. Эти бактерии – живые доказательства. Жизнь может путешествовать в космосе. Не теоретически, а практически. Помести такую бактерию внутрь метеорита, в трещину, под защиту породы. И она долетит до любой планеты Солнечной системы, до Марса, до Венеры, до спутников Юпитера. Она не умрет от радиации, толща породы снизит ее до безопасного уровня. Не умрет от холода, анабиоз защитит ее. Не умрет от вакуума, у нее есть споры и толстые клеточные стенки. Она просто заснет. У нее нет нервов, нет эмоций, нет времени. Она просто ждет. А когда камень упадет на планету с жидкой водой, проснется, впитает влагу, запустит метаболизм, начнет размножаться. Все, жизнь переехала. Ученые проводили эксперименты на МКС. Они выставляли бактерии на открытый космос без защиты, только в маленьких контейнерах. 1,5 года. Температура от -200 до +100. Радиация. Вакуум. Когда образцы вернули на Землю, часть бактерий оказалась жива. Они начали размножаться, как ни в чем не бывало. Представь себе эту бактерию под электронным микроскопом. Она круглая, похожа на маленький шарик, размером в несколько микрон. Внутри хромосома, свернутая в тугой клубок. Снаружи толстая клеточная стенка в 10 раз толще, чем у обычной бактерии. Эта стенка состоит из нескольких слоев белка и углеводов. Она не пропускает ультрафиолет, не пропускает радиацию, не пропускает яды. Это скафандр. Космический скафандр размера микрон. В этом скафандре она летит через космос. Миллионы лет. И не умирает. Она ждет. Она всегда ждет. Она знает, что ее время придет. А как думаешь ты, если такая крошечная, слепая, глупая бактерия может выжить в космосе, может ли целая экосистема переселиться с планеты на планету? Мы привыкли думать о Марсе как о мертвой, пустынной, безжизненной планете. Фотографии с орбиты показывают красные пустоши. Марсоходы снимают бескрайние дюны, покрытые ржавой пылью. Температура -60 в среднем.
Атмосфера почти вакуум. Радиация смертельна для человека. Какая там жизнь, но это поверхность. А если заглянуть глубже? Под поверхностью Марса на глубине нескольких километров температура все еще выше нуля. Не так, чтобы жарко, но достаточно, чтобы вода не замерзала. Потому что на глубине работает геотермальный градиент. С каждым километром температура повышается примерно на 10 градусов. На глубине 2-3 километров под поверхностью Марса уже плюсовая температура. И там, в парах горных пород, может существовать жидкая вода. Не в виде льда, в виде настоящей жидкой соленой воды. Почему соленой? Потому что соль снижает точку замерзания. Марсианская вода содержит много солей. Мы знаем это по анализам грунта. Эти соли действуют как антифриз. Вода, насыщенная солями, может оставаться жидкой при температуре до минус 50 градусов. А под землей, где тепло, она тем более не замерзнет. Марсианские подземные озера уже найдены. Европейский зонд Марс-Экспресс и американский Марс Рекогносанс Орбитер обнаружили под южной полярной шапкой Марса озеро жидкой воды диаметром 20 километров, под километровым слоем льда. Жидкое, соленое, теплое относительно. И, возможно, живое. Если там есть вода, может быть и жизнь. Бактерии, которые живут без света, без кислорода, без фотосинтеза, питаясь химией горных пород. Такие бактерии есть на Земле. Их называют хемолитоавтотрофами, они едят камни. Они живут на глубине нескольких километров в золотых рудниках Южной Африки. Они получают энергию из реакции воды с горными породами. Радиоактивные элементы в породах, уран, торий, калий, расщепляют воду на водород и кислород. Бактерии потребляют водород и живут миллиарды лет, без света, без кислорода, в полной темноте, при давлении в 1000 атмосфер. На Марсе таких условий больше, чем на Земле. Потому что Марс меньше остывал, его недра до сих пор теплые. Потому что в марсианской коре больше радиоактивных элементов. Потому что под поверхностью Марса огромные запасы воды может быть больше, чем во всех земных океанах. Если мы найдем на Марсе живые бактерии, мы сможем сравнить их ДНК с земной. Если они совпадут, если у них будет тот же генетический код, те же аминокислоты, те же белки, панспермия будет доказана. Жизнь перелетела с Марса на Землю или с Земли на Марс, неважно. Она путешествует. Она везде. Если марсианские бактерии будут иметь другую ДНК, другой код, другие аминокислоты, другую химию, то жизнь возникала дважды. Дважды в одной Солнечной системе, на 2 планетах, независимо. И это будет означать, что жизнь во Вселенной не редкость. Она повсюду. Будущее не через 100 лет, а может быть через 20. Глубокое бурение на Марсе. Буровая установка, доставленная с Земли, она бурит километр за километром. Грунт сухой, пыль, пустота. Ученые в Центре управления полетами смотрят на экраны, и вдруг датчики показывают влагу, жидкую воду. На глубине 3 километров. Проба. Я поднимаю керн на поверхность. Специалисты в стерильной лаборатории открывают образец, кладут под микроскоп. Тишина. Все затаили дыхание, и на экране что-то движется, что-то маленькое, отдаленно похожее на бактерию. Но не совсем. У нее странная форма, необычная подвижность, иной химический состав. Марсианин. Живой марсианин, самый настоящий. Впервые в истории человечества мы видим жизнь, которая не зародилась на Земле. Астронавт, первым увидевший это, не может произнести ни слова. Он просто смотрит и чувствует. 2 формы жизни с 2 планет, 1 космос, 1 чудо. Это не фантастика, это план научных миссий на ближайшие десятилетия. Мы идем к этому, мы бурим, мы ищем и однажды найдем. Марс не единственный кандидат для панспермии. Солнечная система полна мест, где могла зародиться или могла бы жить жизнь. И все эти места связаны метеоритной сетью. Возьмем спутник Сатурна – Титан. У него есть подледный океан. Океан жидкой воды под слоем льда толщиной в десятки километров. Там есть все, что нужно для жизни. Углерод в атмосфере Титана, метан и этан. Водород в составе воды и органики. Кислород в водяном льду. Азот – основная часть атмосферы Титана. И есть энергия,
Приливные силы Сатурна разогревают недра спутника, создавая гидротермальные источники на дне океана, прямо как на Земле. Если жизнь есть в океане Титана, если она зародилась там независимо или прилетела с другого тела, она может выйти наружу через гейзеры. Там, в трещинах ледяной коры, вода может вырываться наружу и замерзать, образуя ледяные частицы. Эти частицы, вместе с возможными бактериями внутри, выбрасываются в космос и долетают до других спутников, до Европы, до Энцелада, до Ганимеда, и приносят жизнь туда. Энцелад, еще один спутник Сатурна, уже выбросил в космос свои ледяные гейзеры. Космический аппарат Кассини пролетал сквозь эти струи. Он анализировал их состав с помощью масс-спектрометра, и он нашел органику, сложную органику, молекулы с множеством атомов углерода. Не просто метан, а длинные цепочки. Пахучую органику, там были амины, которые пахнут рыбой, и ароматические соединения. Водород, метан, аммиак, энергию. Все, что нужно для жизни, и температура в струях Энцелада выше нуля, плюс 10 градусов по Цельсию. Жидкая вода под корой спутника, и она вырывается наружу. Воды на Энцеладе столько, что ее хватило бы на весь земной океан. Может быть, даже больше. И эта вода контактирует с горячим каменистым дном, как на Земле. Если где-то в Солнечной системе и есть жизнь, кроме Земли и Марса, то Энцелад – главный кандидат. Или Европа, или Титан. Солнечная система – это не 9 изолированных миров, разделенных бесконечной пустотой. Это сеть. Транспортная сеть из камней. Метеориты летают от планеты к планете, от спутника к спутнику. Мы нашли на Земле метеориты с Марса, с Луны, с астероида Веста. Все перемешивается. Если где-то в этой сети есть жизнь, в океане Европы, в гейзерах Энцелада, в подземных озерах Марса, она рано или поздно попадет в другое место. Метеорит, выброшенный ударом астероида, не делает различий между планетами. Он просто летит и приземляется. Если на месте приземления есть жидкая вода и энергия, жизнь прорастает. Вопрос не в том, возможно ли панспермия. Уже сейчас ясно, возможно. Эксперименты доказывают, что бактерии выживают в космосе. Находки в метеоритах показывают, что органика путешествует. Геологические данные подтверждают обмен веществом между планетами. Вопрос в другом. Насколько распространена панспермия? Переселяется ли жизнь постоянно, каждые несколько миллионов лет, между всеми пригодными для жизни телами Солнечной системы? Или это редкое событие, случившееся один раз с Марса на Землю? Мы не знаем, но скоро узнаем. Солнечная система сверху, орбиты планет, как круги на воде. И между ними тысячи, десятки тысяч маленьких точек. Траектории метеоритов. Они пересекаются. Они смешиваются. Один камень вылетел с Энцелада, из ледяного гейзера, ушел на орбиту Сатурна, столкнулся с другим камнем, изменил траекторию, полетел к Юпитеру, пересек орбиту Марса, упал на Землю. Внутри бактерия из подледного океана. Погибла ли она? Может быть, нет. Может быть, спит, ждет. Миллион лет, 10 миллионов, 100 миллионов. И однажды проснется. Это не хаос, это не бессмысленное движение. Это медленный, неизбежный процесс смешивания. Это транспортная сеть, космическая транспортная сеть. И мы – часть ее. Мы – пассажиры. Мы всегда были пассажирами. Мы только что узнали об этом. Если жизнь путешествует между планетами, то и эволюция не ограничена одной планетой. Она происходит в масштабах всей Солнечной системы. Представь себе бактерию, которая умеет выживать в космосе. Такая бактерия путешествует с Марса на Землю. На Земле условия другие, больше кислорода, больше ультрафиолета, другие температуры. Бактерия мутирует, приспосабливается. Через миллиард лет из нее получается многоклеточный организм, уже не бактерия, нечто сложное. Потом астероид выбивает этот организм в космос, кусок коры с многоклеточными существами, которые живут в трещинах породы. Они летят на Марс, но Марс уже холодный, мертвый. Организм погибает, но его окаменелости остаются в породе. Через миллиард лет на Марс прилетают ученые с Земли. Они находят эту окаменелость и не могут объяснить, как она там оказалась, потому что она похожа на земную. Но Марс – другая планета. Это не фантастика.
Это геологическая летопись с дополнительным измерением межпланетным. Эволюция идет не только во времени, но и в пространстве. Виды мигрируют не только между континентами, но и между планетами. И мы не знаем, сколько раз это происходило. Мы ищем окаменелости на Марсе, но мы не знаем, что именно ищем. Может быть, мы ищем своих предков, марсианских бактерий, которые перелетели на Землю и стали нами. Может быть, мы ищем своих потомков, земные организмы, которые перелетели на Марс и эволюционировали там независимо. Может быть, мы ищем параллельную эволюцию, жизнь, которая зародилась на Марсе отдельно от Земли, но потом смешалась с земной через обмен метеоритами. Как две популяции одного вида, разделенные горным хребтом. Только хребет этот не горы, а 400 миллионов километров пустоты, и гены все равно передаются. Жизнь находит способ – древо жизни. Но не одно дерево, как нас учили в школе, а два дерева, растущие из разных точек. Их корни переплетены под землей, они обмениваются соками, питают друг друга. Ветви перекрещиваются, плоды падают с одного дерева и прорастают на другом. Листья и цветы смешиваются. Это древо жизни Солнечной системы. Его корни на Марсе, ствол на Земле, ветви на спутниках Юпитера и Сатурна. Мы – листья, маленькие зеленые листья на огромном дереве. И мы даже не видим всего дерева. Мы видим только свою ветку. А где-то рядом цветут другие ветки, другие формы жизни, другие пути эволюции. Мы не одиноки, никогда не были одиноки. Может быть, трудно охватить такой масштаб. Миллиарды лет, планеты, спутники, метеориты, эволюция. Но попробуй. Ты часть этого. Ты лист на этом дереве. Ты ветер, который колышет листья. Ты все. Давай вернемся к тебе. Потому что в конечном счете все эти звезды, планеты, метеориты, бактерии – все это ведет к одному – к тебе. Твое тело содержит молибден. Маленькое количество и всего несколько миллиграммов во всем теле. Но содержит. Откуда он взялся? Как он попал в твою кровь, в твои клетки, в твои ферменты? Молибден не синтезируется в организме. Мы не умеем делать его из ничего. Мы получаем его из пищи. Пища берет его из почвы, через корни растений или через мясо животных, которые ели растения. Почва получила молибден из горных пород, которые разрушались миллионы лет. А горные породы древней Земли, те, из которых сформировалась кора, не содержали молибдена в доступной форме, потому что молибден на Земле существует в основном в сульфидной форме, как молибденит. А сульфиды нерастворимы в воде. Живые организмы не могут их усвоить. Для усвоения нужен окисленный молибден, молибдат, а он образуется только в присутствии кислорода. На ранней Земле кислорода в атмосфере не было. Был метан, аммиак, углекислый газ. Без кислорода нет молибдата, нет доступного молибдена, но молибден есть в твоей крови. Откуда же? Единственный источник – марсианские метеориты. Они принесли окисленный молибден на Землю. Ты носишь в себе кусочек Марса. Буквально, в прямом химическом смысле, ты – живое доказательство панспермии. Твое тело – музей марсианской химии. 4 миллиарда лет назад атом молибдена был на Марсе, в глине на дне озера. Потом астероид выбил эту глину в космос. Она летела миллион лет, упала на Землю, глина разрушилась. Атом молибдена попал в почву. Почву съело растение. Растение съело животное. Ты съел животное. Атом молибдена теперь в твоей крови. Он помогает твоим ферментам расщеплять токсины. Без него ты бы отравился собственной жизнедеятельностью. Ты зависишь от марсианского минерала так же сильно, как от воды и воздуха. Без него ты не прожил бы и дня. Ты сдаешь анализ крови в обычной клинике. Медсестра берет пробирку. Твоя кровь красная. Железо гемоглобина дает ей красный цвет. Как Марс. Лаборант смотрит в анализатор. На экране химический состав. Железо, как на Марсе. Земное железо не отличается от марсианского, но все же. Молибден, как на Марсе. Кобальт есть и на Марсе. Селен тоже, но главное – изотопы серы. Соотношение серы 34 к сере 32. На Земле это соотношение одно, на Марсе – другое. Анализатор показывает соотношение марсианское. Твоя кровь содержит серу с марсианской подписью.
Не веришь в теорию панспермии? Сдай анализ крови. Она расскажет. Она никогда не врет. А как думаешь ты, меняет ли это что-то в том, как ты видишь свое тело, свою кровь, свое дыхание? Ты теперь не просто человек, ты марсианин. В буквальном смысле. Вернемся в прошлое, 3,5 миллиарда лет назад. Молодая Земля. Только что утихла бомбардировка астероидами. Океаны остыли до температуры, пригодной для жизни. И вдруг повсюду бактерии. Не через миллиард лет, не через 100 миллионов лет, а сразу. В геологическом мгновении геологи называют это время археем, эрой древней жизни, древнейшей из известных. Но что это была за жизнь? Какими были эти первые обитатели Земли? Это были не примитивные молекулы, плавающие в органическом бульоне. Это была уже сложная экосистема. Бактерии, которые производят метан, метаногены. Бактерии, которые восстанавливают серу, сульфатредукторы. Бактерии, которые выделяют кислород, цианобактерии. Разные виды, разные метаболические стратегии. Они не могли появиться из ничего за 100 миллионов лет. Они уже были сложны, уже имели клеточные стенки, мембраны, рибосомы, ферменты. Имели метаболизм, превращали одни химические вещества в другие, получая энергию. Имели ДНК, длинные молекулы, хранящие тысячи генов. Имели взаимодействие друг с другом, пищевые цепи, симбиоз, конкуренцию. Это как если бы ты пришел в пустой, только что построенный микрорайон и увидел работающие фабрики, дома с мебелью, дороги с машинами, школы с учениками. Откуда все это взялось, построили не на месте. Перевезли из другого города. Архейские бактерии не эволюционировали на Земле. Они прилетели, готовыми, со своим метаболизмом, со своей ДНК, со своей клеточной структурой. Прилетели с Марса в метеоритах. Им потребовалось всего несколько десятков миллионов лет, чтобы заселить всю планету. От океанских глубин до мелководных лагун. От горячих источников до холодных морей. От поверхности, куда еще бил ультрафиолет, до глубоких трещин в породах. Марсианские переселенцы оказались невероятно живучими. Они захватили Землю. Они стали Землей, и мы их потомки. Мы – дети марсианских беженцев. Карта Земли 3,5 миллиарда лет назад. Континентов еще нет. Есть только океан, мировой океан, покрывающий всю планету. И вулканические острова, торчащие из воды. На этой карте загораются красные точки. 1, 10, сотня, 1000, 10 тысяч. Это марсианские бактерии, которые приземляются в метеоритах. Они падают в океан, они заползают в трещины вулканических пород. Они заселяют все. Через 100 миллионов лет карта сплошь красная. От полюса до полюса, от дна океана до вершин вулканов. Земля заселена. Марсиане, твои предки. Они смотрят на тебя сквозь миллиарды лет. Они не имеют глаз, не имеют сознания, не имеют лица. Но если бы могли смотреть, они смотрели бы на тебя с гордостью. «Мы сделали это», — сказали бы они. «Мы выжили в космосе, мы проснулись на чужой планете, мы заселили ее, мы передали тебе жизнь, теперь твоя очередь». Ученые уже умеют читать древние гены. Они могут заглянуть в прошлое на миллиарды лет, сравнивая ДНК современных организмов и восстанавливая общие последовательности предков. Если сравнить гены всех живых организмов на Земле, от бактерий до дуба, от мухомора до тебя, можно вычислить их последнего общего предка. Его называют Лука – Last Universal Common Ancestor – последний универсальный общий предок. Люка жил примерно 3,5 миллиарда лет назад. Это не был первый организм. До него были другие, примитивные неудачные эксперименты эволюции, которые вымерли, не оставив потомков. Но Люка – тот, у кого получилось. Тот, чьи потомки дожили до наших дней. Бактерии, археи, эукариоты – все они произошли от Лука. Он – наш общий прадедушка. 3,5 миллиарда лет назад. Одна клетка. От нее все живое на Земле. Что мы знаем о Люка? Он был довольно сложным. У него были гены для сотен белков. Он использовал ДНК для хранения генетической информации. Это уже не РНК-мир, а более продвинутый этап. Он умел производить энергию, у него был метаболизм, основанный на восстановлении углекислого газа водородом. У него была клеточная мембрана, защищавшая его от внешней среды.
Он был полноценным организмом, не примитивной молекулой, а настоящей клеткой. И вот что странно, Люка появился слишком рано, сразу после того, как Земля перестала кипеть, сразу после окончания поздней тяжелой бомбардировки. У него не было времени эволюционировать из простых молекул, сотен миллионов лет не было. Единственное объяснение, которое не противоречит фактам, он прилетел. Люца – марсианин. Его родина – Красная планета. Там он эволюционировал сотни миллионов лет, из первой РНК развившись в полноценную клетку с ДНК и белками. А потом, когда Марс начал умирать, он переехал на Землю. В камне, в метеорите, в трещине породы, спал миллионы лет, а потом проснулся в теплом земном океане и начал размножаться. И породил все живое, машина времени. Представь, что ты садишься в нее и летишь назад. Мимо динозавров, мимо первых рептилий, мимо рыб, выползающих на сушу, мимо первых многоклеточных, мимо строматолитов, бактериальных матов, мимо первых клеток. Ты останавливаешься на отметке 3,5 миллиарда лет. Земля, океан, жара, вулканы. Атмосфера ядовита, нет кислорода. Ты надеваешь скафандр и ныряешь в воду. И на глубине, на поверхности глинистого осадка видишь клетку. Одну единственную клетку. Она не похожа на современные. Толстая стенка. Внутренние структуры не такие, как у нас. Но в ней есть ДНК. Длинные молекулы, свернутые в кольца. Эта ДНК твоя родословная, твой генетический код. Ты смотришь на своего предка. И знаешь, он прилетел с другой планеты. Он не местный, он пришелец. И ты тоже. Ты всегда был пришельцем на этой планете, потому что твои настоящие корни в красной пыли Марса. Но есть вопрос, меняет ли это что-то в том, как ты видишь себя, свою жизнь, свое место в этом мире? Если ты знаешь, что твои предки прошли через космос, через вакуум, через радиацию, через миллионы лет спячки, чтобы ты появился на свет, чувствуешь ли ты благодарность? Ответственность? Удивление? Не все ученые согласны с панспермией. Это норма для науки, консенсус не возникает мгновенно. У оппонентов есть сильные аргументы, и мы не имеем права их игнорировать. Оппоненты говорят, путешествие в космосе убивает жизнь. Радиация разрывает ДНК, вакуум высушивает клетки. Экстремальные температуры, то холод, то жара, разрушают мембраны. Даже внутри камня, даже в глубокой трещине выжить миллионы лет невозможно. И они правы, частично. Многие бактерии действительно погибают. Многие, почти все. Но не все. Экстремофилы, те самые любители экстрима, показывают, что жизнь может выживать в условиях, которые кажутся смертельными. Эксперименты на МКС, на внешней поверхности станции, где бактерии подвергались прямому воздействию космоса в течение 1,5 лет, показали, некоторые из них выживают. Их ДНК повреждается, но не разрушается полностью. Клеточные стенки защищают внутренности. Камень, даже тонкий слой породы, снижает радиацию в 1000 раз. Второй аргумент оппонентов. У нас нет прямых доказательств. Мы не нашли живые бактерии в марсианских метеоритах. Мы не видели, как метеорит с бактериями падает на Землю. Мы не нашли на Марсе жизнь, которую можно было бы сравнить с земной. И это правда. Прямых доказательств нет. Пока нет. Но есть косвенные, изотопные подписи азот, сера, углерод указывают на обмен веществом между планетами. Химические совпадения, те самые аминокислоты, бор, молибден, говорят о едином источнике. Временные парадоксы, слишком быстрое появление сложной жизни на Земле не имеют другого объяснения. Геологи, биологи, астрономы, физики собирают кусочки пазла. Пазл еще не сложен полностью. Но очертания уже видны. Это как фотография из прошлого, на которой видно очертания лица, но не детали. Мы знаем, что это лицо, мы не знаем точно чье, но мы узнаем. Детектив, пожилой мужчина в потертом пальто, сидит за столом. Перед ним папка с надписью «Панспермия 4 миллиарда лет назад». В папке улики, фотографии метеоритов, распечатки изотопных анализов, графики временных парадоксов. Свидетелей нет. Все умерли 4 миллиарда лет назад. Записей нет. Камер наблюдения не существовало, но улики есть. Детектив смотрит на них долго, молча, потом закрывает папку и говорит:
Я знаю, кто это сделал. Это Марс. Он не был там, он не видел. Но улики говорят сами за себя. Других объяснений нет. А как думаешь ты? Достаточно ли для тебя косвенных улик, чтобы поверить? Или ты ждешь, пока марсоход не пришлет фотографию живой бактерии? Мы подошли к главному вопросу. Не научному, к нему ученые будут возвращаться еще десятилетиями. А человеческому, личному. Если жизнь на Землю пришла с Марса, если наша ДНК, наши белки, наши клетки – все это родом с Красной планеты, то Марс не просто соседняя планета, не просто красная точка на ночном небе. Марс – наша колыбель, наш потерянный дом, место, где впервые зажегся огонь жизни, который через 4 миллиарда лет горит в тебе. Что это значит для нас сегодня здесь, на Земле? Во-первых, исследование Марса становится не научным любопытством, не гонкой технологий, не политическим проектом. Оно становится археологией. Самой важной археологической экспедицией в истории человечества. Мы ищем не просто жизнь, мы ищем свои корни. Мы ищем то место, где впервые загорелся огонь. Мы ищем колыбель. Колыбель, из которой нас выбросили астероиды. И мы хотим вернуться, потому что каждый человек хочет знать, откуда он родом. Во-вторых, если мы марсиане, то марсианская пыль не чужда нам. Мы из нее сделаны. Наша биология, от ферментов до клеточных мембран, адаптирована к марсианским минералам, к марсианскому составу воды, к марсианскому набору микроэлементов. Наши гены помнят марсианскую воду, марсианские глины, марсианское небо. Возможно, когда первый человек ступит на Марс, его тело отреагирует не как на чужую, враждебную среду. Возможно, он не почувствует той тоски по дому, которую чувствуют астронавты на других планетах. Возможно, он почувствует то, что чувствует человек, вернувшийся домой после долгих лет скитаний. Узнавание, облегчение, тишину в душе. В-третьих, если мы пришли с Марса, если жизнь может путешествовать между планетами, преодолевая миллионы километров вакуума и миллионы лет времени, то она может путешествовать и между звездами. Где-то там, в глубоком космосе, за пределами нашей Солнечной системы, есть другие миры, другие планеты, другие звезды, и на некоторых из них – жизнь. Может быть такая же, как наша, потомки тех же самых первых молекул, которые разлетелись по галактике на метеоритах. Может быть совсем другая, построенная на иной химии, на иных принципах. Но она есть, потому что мы знаем теперь, жизнь не хрупка, жизнь вездесуща, она перетекает, она путешествует, она находит путь. Мы – часть космического потока жизни. Мы – капли в этом потоке, маленькие, но живые, и этот поток не иссякает миллиарды лет. Он течет от звезды к звезде, от планеты к планете, от одного живого существа к другому. Ночное небо. Где бы ты ни был, в городе с его световым загрязнением или в деревне, где видно Млечный Путь. Звезды. Миллиарды звезд. Под каждой звездой – планеты. На некоторых планетах – океаны. В некоторых океанах – жизнь. И эта жизнь не изолирована, она связана метеоритами, камнями, которые летят от звезды к звезде, от системы к системе, через тысячи световых лет, через миллиарды лет. Камнями, внутри которых в микроскопических трещинах спят бактерии. Спят и ждут. Мы не одни. Мы никогда не были одни. Мы просто забыли. Забыли, что звезды – это наши соседи. Забыли, что космос – это наш дом. Забыли, что мы – марсиане, земляне, дети Вселенной. Человечество стоит на пороге великого возвращения. Мы уже отправили к Марсу десяток автоматических станций. Мы фотографируем поверхность сантиметр за сантиметром. Мы анализируем грунт. Мы ищем воду, органику, следы жизни. И следующий шаг – доставка образцов на Землю. В ближайшие 10 лет НАСА и Европейское космическое агентство планируют миссию Mars Sample Return – доставку марсианского грунта на Землю. Это будут первые образцы с другой планеты, которые попадут в земные лаборатории. Не метеориты, которые загрязнились, проходя через атмосферу и лежа на Земле тысячи лет, а свежий, стерильно упакованный, нетронутый марсианский грунт. Керны, взятые из глубины, где нет радиации, где могла сохраниться органика, где могла сохраниться жизнь. В этих образцах может быть жизнь, мертвая или живая.
окаменевшая или спящая, отдельные молекулы или целые клетки. Если мы найдем в марсианском грунте ДНК, которая совпадет с земной хотя бы по основным принципам, тот же генетический код, те же аминокислоты, теория панспермии станет доказанным фактом. Мы не будем больше говорить «может быть». Мы скажем «да». Жизнь пришла с Марса. Если мы найдем марсианскую ДНК, которая отличается от земной, другой код, другие аминокислоты, мы докажем нечто еще более грандиозное. Жизнь возникает легко, она не уникальна. В одной Солнечной системе два независимых источника жизни. А значит, во всей галактике миллионы, миллиарды. А если мы не найдем ничего? Если марсианский грунт окажется стерильным, без органики, без ДНК, без бактерий, пустым, тогда загадка останется. Мы не сдадимся. Мы будем искать дальше, глубже, бурить на 5 километров вглубь, искать подземные озера, отправлять миссии к спутникам Юпитера и Сатурна, к Европе и Энцеладу. Мы не остановимся. Потому что вопрос «откуда мы?» – это главный вопрос человечества. Это не праздное любопытство. Это потребность понять себя, свое место во Вселенной. И мы обязаны на него ответить. Мы не можем успокоиться, не зная ответа. Это в нашей природе. Искать, спрашивать, копать, лететь. Комната с марсианским грунтом. Белая стерильная лаборатория. Ученые в скафандрах не для защиты от марсианских микробов, а для защиты марсианских образцов от земных бактерий. Только что доставленный контейнер извлекают из посадочной капсулы. Его открывают в герметичном боксе. Внутри горстка красноватого песка и несколько твердых кусочков породы. Ученые дрожащими руками берут пробу, кладут под микроскоп, смотрят. Тишина. Слышно только дыхание, только гул вентиляции. И вдруг один из ученых, молодой парень или девушка, смотрит в окуляр и говорит: «Оно движется?» Шепотом, почти без звука, но все слышат. В комнате взрыв. Обнимаются, плачут, смеются. Самый громкий шепот в истории человечества. Потому что они только что нашли семью. Семью, которую искали 4 миллиарда лет. Давай закончим там, где начали. С тобой. С тем, кто сидит перед экраном. С тем, чье сердце бьется, чьи легкие вдыхают воздух, чьи глаза видят это видео. Ты не просто живешь на Земле. Ты живешь на планете, которая является частью космического круговорота жизни. Ты не изолированный остров. Ты звено в цепи, которое тянется через миллиарды лет и миллионы километров. Атомы твоего тела путешествовали. Они были в звездах, в тех гигантских ядерных реакторах, где водород превращается в гелий, гелий в углерод, углерод в кислород, в железо, в золото. Они были в астероидах, холодных камнях, плавающих между орбитами. Они были на Марсе, в тех самых океанах, на тех самых глинах, где собирались первые молекулы РНК. Они были в океанах древней Земли, когда жизнь только начинала свой путь. Они были в телах миллионов существ, каждая из которых передавала их дальше, дальше, дальше. Твое тело – это космический корабль, который строили миллиарды лет. Каждая деталь этого корабля была добыта в разных уголках Вселенной. Углерод из звезды, которая взорвалась до рождения Солнца. Водород из большого взрыва из самого начала времени. Кислород из недр древней звезды, которая синтезировала его в своем ядре. Молибден с Марса, в метеорите, упавшем на Землю. Бор с Марса. Азот с Марса. Кальций из взорвавшейся сверхновой. Фосфор из той же сверхновой. Ты собран из космических деталей. Нет ни одного атома в твоем теле, который не был бы частью звезды, планеты, метеорита. Ты – космос, который на время стал человеком. Ты – звездная пыль, которая научилась думать. И вот что самое удивительное – ты можешь думать. Ты можешь задавать эти вопросы. Откуда я? Зачем я? Есть ли жизнь на Марсе? Ты можешь искать ответы, читать книги, смотреть видео, отправлять зонды. Ты можешь чувствовать удивление, благоговение, благодарность. Космос, ставший человеком, хочет понять себя. Это не метафора, это факт. Часть Вселенной, та самая часть, которая называется «ты», смотрит на звезды и узнает в них свои атомы. Отправляет зонды на Марс и узнает в марсианской пыли свои минералы. Бурит марсианскую поверхность, ищет жизнь и ищет свои корни.
потому что подсознательно, генетически, химически знает, они где-то там, в красной пыли, в древних океанах, в камнях, которые летели миллионы лет, чтобы подарить ему жизнь. Ты — глаза космоса. Ты — голос космоса. Ты — разум космоса. И ты спрашиваешь: «Откуда я?» Прямо сейчас, в эту секунду, пока ты читаешь или слушаешь эти слова, твое сердце бьется. Тук-тук, тук-тук. Каждый удар — это результат 4 миллиардов лет непрерывной жизни. 4 миллиардов лет, в которые ни одно звено не прервалось. Ни одна твоя пра-пра-пра-бабушка, жившая в первичном океане, не умерла до того, как родила. Ни один твой далекий предок не был съеден, не замерз, не утонул, не сгорел в астероидном ударе до того, как передал жизнь дальше. Это невероятная удача, невероятное везение. Или не везение, а закономерность, свойство жизни быть живучей. Жизнь, которая пересекла космос в камне, которая пережила астероидные бомбардировки, оледенение, извержение супервулканов, которая выжила в вакууме и в радиации, которая проснулась на новой планете, чужой и враждебной, и сказала: «Я здесь, я останусь, я буду размножаться, я буду эволюционировать, я буду думать». Ты — это жизнь, ты — этот голос, ты — марсианин, ты — землянин, ты — космос, ты — чудо. Не потому, что ты особенный в хорошем или плохом смысле, а потому, что ты есть, ты существуешь. И это уже чудо, которое не может быть объяснено случайностью. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что спрашиваешь. Спасибо, что ищешь. Ты не один, никогда не был один. У тебя есть семья, все живущие на Земле. У тебя есть предки, все выжившие за 4 миллиарда лет. У тебя есть дом, Марс, Земля, Солнечная система. Ты не случайность. Ты закономерность. Ты неизбежность. Мы привыкли думать, что жизнь — это хрупкое чудо, что она висит на волоске, что одно неверное движение астероида — и все исчезнет, что мы редкие, уникальные, одинокие. Панспермия говорит об обратном. Жизнь — это самое живучее явление во Вселенной, может быть, единственное по-настоящему живучее. Она путешествует между планетами внутри камней. Она переживает ядерные зимы и астероидные удары, ледниковые периоды и кислотные океаны. Она спит в метеоритах миллионы лет, замороженная, высушенная, облученная, и просыпается, когда появляется жидкая вода. Ее не убить радиацией, она чинит свою ДНК. Ее не убить холодом, она впадает в анабиоз. Ее не убить жарой, она имеет термостабильные белки. Ее не убить вакуумом, она имеет споры и толстые клеточные стенки, потому что она знает, как ждать. Жизнь умеет ждать. Ждать миллионы лет. Ждать, пока упадет метеорит. Ждать, пока появится вода. Ждать, пока потеплеет. Она не торопится. У нее нет часов. Время для нее не имеет значения. Если жизнь пришла на Землю с Марса, если наши предки — эти спящие бактерии в марсианских камнях, то мы не дети Земли, мы — дети космоса, мы — космические странники, нашедшие временный приют на голубой планете. И Земля — не колыбель. Земля — это ковчег. Мы приплыли на нем 4 миллиарда лет назад, мы прилетели в камни, и мы до сих пор на этом ковчеге плывем по океану космоса. Теперь у нас есть новые планеты, которые ждут. Спутники Юпитера с океанами подо льдом — Европа, Ганимед, Каллиста. Спутник Сатурна Энцелад, который выбрасывает гейзеры воды в космос прямо сейчас, прямо в эту секунду, пока ты слушаешь эти слова, где-то там, на орбите Сатурна, ледяные частицы взлетают на сотни километров и падают обратно, и в этих частицах, возможно, есть жизнь. Спутник Сатурна Титан с его метановыми озерами и подледным океаном. Далекие экзопланеты в зонах обитаемости других звезд. Миллиард лет спустя, не через миллиард, а может быть через 1000, через миллион, на какой-то планете у чужой звезды существо, похожее на тебя, задаст тот же вопрос. Оно будет смотреть на небо своей планеты, видеть чужое солнце, желтое, белое, красное, и спрашивать: откуда мы? Зачем мы? Есть ли кто-то еще? А ответ будет звучать так: с Земли, с Марса, из камня, из темного вакуума между звездами, из бесконечного желания жизни жить, дышать, копировать себя, ошибаться, эволюционировать,
думать, спрашивать, смотреть на звезды и чувствовать связь. Сейчас, в эту секунду, твое тело совершает миллиарды химических реакций. Миллиарды тысяч в секунду. Белки сворачиваются и разворачиваются. Ферменты расщепляют сахара. Митохондрии производят энергию. Нейроны стреляют электрическими импульсами. Все это продолжение цепи, которая началась 4 миллиарда лет назад. Которая началась на планете, чей цвет красный. Которая началась в камне, летящем через космос. Которая началась в молекуле РНК, собравшейся на глине у берега Марсианского озера. Ты не просто смотришь на звезды. Ты смотришь на себя, на свое прошлое, на свое детство, на свою колыбель. Ты смотришь на Марс. Ты марсианин. Ты землянин. Ты космос, который на мгновение стал человеком. И это мгновение длится жизнь, но оно часть вечности. Спасибо, что задумался об этом вместе с нами. Спасибо, что прошел этот путь от марсианских океанов до твоего сердца. Именно такие вопросы о происхождении, о жизни, о космосе делают тебя не просто биологическим организмом, одним из 8 миллиардов. Они делают тебя человеком, исследователем, тем, кто помнит, тем, кто ищет, тем, кто удивляется, тем, кто благодарит. Прямо сейчас, за доли секунды до того, как это видео закончится, твое сердце сделает очередной удар. Оно всегда делает удар в конце. Внутри этого удара марсианская вода, которая когда-то текла по марсианским рекам. Внутри этого удара звездный углерод, синтезированный в недрах взорвавшейся звезды. Внутри этого удара 4 миллиарда лет пути, 4 миллиарда лет выживания, 4 миллиарда лет жизни. Ты не просто смотришь на ночное небо, ты часть его, ты часть ночного неба, ты часть той самой звездной пыли, которая собралась в живые существа, ты часть истории, которая никогда не заканчивается, которая просто переходит из одного камня в другой, из одной планеты на другую, из одного существа в тебя. Напиши в комментариях, веришь ли ты в панспермию? Как думаешь, мы действительно пришли с Марса? Или жизнь зародилась на Земле сама? Если вас завораживает космос, если вы чувствуете эту связь с звездами, с Марсом, со Вселенной, подпишитесь на канал. Путешествие продолжается. Мы полетим дальше. К Европе, к Энцеладу, к звездам. Каждый новый подписчик – это маленький шаг человечества к ответу на главный вопрос. Откуда мы? Пришел издалека, чтобы стать здесь своим. Ты пришел издалека, с Марса, со звезды, из космоса. Ты стал своим на Земле. И теперь ты снова смотришь вверх, потому что дома всегда зовут. Даже если ты там не был никогда, особенно если не был. Возвращайся, мы ждем.